США идут на штурм, перемирие сорвано и переговоры вместе с ним. Президенту придется выполнить свои угрозы. Срочный визит Путина в Кремль. Что на этот раз и почему переполошились пропагандисты? Детское питание превращается в яд. Родителям следует быть осторожными и не покупать этот продукт. Как распознать отраву, расскажем. В Кремле готовят полную мобилизацию? Для этого уже все предусмотрено. Пока жители жалуются на интернет и VPN, силовики работают. Об этих и других самых главных событиях вечера понедельника, 20 апреля. Правильный выбор оставаться с нами. Обязательно досмотрите это видео до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Туапсе снова горит уже второй раз за 2 дня. В ночь на 20 апреля украинские беспилотники массированно атаковали морской порт. По данным издания «Астра», дроны били по туапсинскому НПЗ «Роснефти». И не впервые в телеграм-каналах даже появляется выражение типа «сравняли с землей», но проверить это сложно. Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Еще один пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В морском порту произошло возгорание. Это особенно показательно. Завод уже атаковали 16 апреля, а прошлый пожар потушили только накануне. Туапсинский НПЗ – единственный такой объект на всем Черноморском побережье России. Он перерабатывает до 12 миллионов тонн нефти в год и работает на экспорт. Украина все чаще бьет не только по энергетике, но и по портам, через которые Москва вывозит нефть. Меньше отгрузок, меньше денег. И для Кремля это уже не просто пожар, это все более дорогая утечка нефтяных доходов. Перемирие трещит по швам, и Ормуз снова превращается в пороховую бочку. США ударили по иранскому судну «Туска», которое пыталось пройти через пролив вопреки блокаде. Трамп заявил, что экипаж не реагировал на предупреждение, и американские военные остановили судно ударом по машинному отделению. А позже Центральное командование опубликовало видео захвата судна. Тегеран ответил жестко, в Иране это назвали нарушением перемирия и морским пиратством. После этого, по данным иранской стороны, дроны атаковали несколько американских кораблей. До конца перемирия, напомню, 1 день. Но на деле его уже нет. Иран то открывает Ормуз для коммерческих судов, то снова его закрывает. США блокаду тоже не снимают. Новые переговоры в Пакистане таким образом сорваны. На данный момент, пока я говорю с вами, у нас нет плана по следующему раунду переговоров. Никакого решения по этому поводу не принято. Иран отказался ехать в Пакистан, пока США держат блокаду Ормузского пролива. Трамп, наоборот, объявил, что американская делегация уже выдвинулась и параллельно пригрозил Ирану ударами по электростанциям и мостам. Мы говорили с вами об этом в предыдущем выпуске. До конца 2-недельного перемирия остался 1 день, и вопрос уже не в том, удастся ли спасти сделку, а в том, не сорвется ли регион обратно в большую войну. Как думаете вы? Пишите в комментарии обязательно. Стремительная подготовка к мобилизации и к удушению любых протестов. Все уже налажено и готово к работе. А чтобы люди не протестовали или протестовали где-то у себя в кухнях и не собирались вместе, им обрезают интернет, соцсети и пересаживают на государственный мессенджер и другие подконтрольные государству ресурси. Через що можуть статися в північного сусіда бунти? Через, на мій погляд, кілька речей або варіантів. Передусім, загальна мобілізація. Велика. Мобілізація в Росії. Це мобілізація людей з центральних міст, включаючи Москву, безумовно, і Санкт-Петербург. Для чого робити мобілізацію таку велику? Ну, для того, щоб повторити наступ. И ведь действительно, все похоже на то, что сворачивать военную активность Россия не собирается, а для развития наступления в любом направлении нужны люди. Латвия и Эстония отказались пропускать самолет премьера Словакии через свое воздушное пространство для поездки на кремлевские торжества 9 мая.
В Эстонии прямо заявили, что не дадут использовать свое небо для полета на мероприятие, которое прославляет агрессора. Сам Фицо уже пообещал найти обходной маршрут, такой опыт у него уже есть. Ранее он летел в Россию длинным путем через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию после аналогичных ограничений со стороны стран Балтии. Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат пролет через их территорию при полете в Москву. Что ж, страны, члены ЕС, не позволят премьер-министру другого государства, члена ЕС, лететь через их территорию. Я, конечно, найду другой маршрут, как сделал это и в прошлом году, когда нас заблокировала Эстония. Позиция Балтии здесь предельно жесткая. Участие в московском параде они считают политическим жестом в пользу Кремля на фоне войны против Украины. А вы бы пропустили Фицо на парад в Москву? Хочу спросить ваше мнение тут. Пишите его в комментарии под видео. Зафиксирован первый случай, когда Росреестр отказал в регистрации прав на недвижимость из-за неявки по электронной повестке. Об этом сообщает движение сознательных отказчиков. По их данным, речь идет о запаснике из Самарской области. В ноябре 2025 года ему через госуслуги пришло уведомление о повестке на военные сборы. Он не явился, а через 20 дней военкомат вынес решение о введении ограничительных мер. В апреле 26-го, когда мужчина подал документы на регистрацию недвижимости, Росреестр отказал, сославшись на запрет на регистрационные действия. Правозащитники отмечают, что Росреестр не только отказал в сделке, но и сам направил запрос в военкомат, чтобы уточнить, действуют ли ограничения, что указывает на уже работающий межведомственный механизм. Ранее движение сознательных отказчиков сообщало, что ГИБДД уже применяло такие решения, отказывая в выдаче и продлении водительских прав. Реестр повесток в России заработал в тестовом режиме в сентябре 24-го, а полноценно с мая 25-го. По закону повестка считается врученной через 7 дней после появления в реестре. После этого человеку запрещается выезд из России, а еще через 20 дней могут вводиться дополнительные ограничения. Запрет на управление автомобилем, регистрацию транспорта, сделки с недвижимостью и получение кредитов. Детское питание опасное для жизни. Будьте осторожными. В Австрии, Чехии и Словакии разгорается скандал вокруг банок компании HIP. Австрийская полиция заявила, что в одной из банок с морковью и картофелем нашли токсичное вещество. После этого из более чем 1500 магазинов Spar в Австрии срочно начали отзывать продукцию. Похожие банки проверили и в Чехии, и со Словакией. Первые анализы тоже показали крысиный яд. В HIP факт подтвердили и заявили, что речь, вероятно, идет о внешнем преступном вмешательстве. Опасные банки советуют узнавать по нескольким признакам. Поврежденная или уже открытая крышка, белая наклейка с красным кругом на дне и странный запах. Когда яд находят в детском питании, это уже не просто отзыв товара, это история, после которой родители будут смотреть на каждую банку вдвое дольше. Путин срочно едет в Кремль. Опять ночной визит. На улицах российской столицы паника. Что случилось на этот раз и почему Москва снова молчит? В ночь на 20 апреля в российской столице заметили кортеж Владимира Путина, который срочно ехал в Кремль. Видео быстро разошлось по телеграм-каналам, в том числе по пропагандистским источникам. Официальных объяснений нет, в Кремле такие поездки обычно не комментируют. Раньше Дмитрий Песков называл это обычной практикой, мол, утренние встречи, меньше пробок, удобный трафик. Но такие ночные выезды уже не раз совпадали с тревожными событиями. В июне 25-го на фоне ударов по Украине. В январе того же года, после заявлений Трампа, был еще похожий случай в апреле 25-го, без ясных причин. Сам Путин говорил, что в последние годы часто ночует в кремлевской резиденции. Но когда кортеж летит в центр Москвы глубокой ночью, вопросы все равно остаются. Как думаете, для чего нагнетают сами пропагандисты? Или это попытка показать, что Путин работает и работает всегда? Пишите прямо под этим видео. А вот над Украиной заметили минувшей ночью метеорит или другое небесное тело, которое, судя по всему, сгорало в атмосфере. Вот оно точно куда-то спешит, и это точно ярко. Если у вас есть красивые видео, и вы готовы ими поделиться, присылайте их нам. Немецкий паспорт, бомба и украинский след. В России снова заявляют о предотвращенном теракте. ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске гражданки Германии 69-го года рождения. По версии спецслужбы, она якобы несла взрывное устройство к объекту силовиков в Ставропольском крае. Взрыв, как утверждается, планировали устроить утром, чтобы было больше жертв.
В ФСБ говорят, что бомбу удалось остановить средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один задержанный, по версии ведомства, должен был привести ее в действие дистанционно. Его называют гражданином одной из стран Центральной Азии. Имен никто не называет. Вместо этого сразу сообщают о признательных показаниях и связи с украинскими спецслужбами. Отдельный штрих: силовики добавили, что задержанная якобы раньше была дропом, то есть подставным человеком в мошеннических схемах. История громкая, но, как это обычно бывает в таких делах, вся картина пока существует только в версии самой ФСБ. Массовая стрельба, среди погибших дети, трагедия, от которой мороз по коже. В Шрифпорте в Луизиане были убиты 8 детей. Младшему был год, старшему 14 лет. По данным полиции, всего стреляли как минимум в 10 человек. И самое страшное, часть детей, вероятно, была родственниками самого стрелка. После бойни подозреваемый угнал машину и попытался скрыться. Погоня закончилась тем, что полиция открыла огонь, и он погиб. Это очень большая сцена с 4 конкретными локациями, где мы сейчас разбираем события, произошедшие рано утром. В ходе проверки мы установили, что это был вызов, связанный с домашним инцидентом. Прибывшие полицейские обнаружили место преступления. Человек, ответственный за это, покинув место происшествия, совершил угон автомобиля прямо здесь. Мы считаем, что именно он был единственным, кто стрелял на этих местах происшествия. Следователи называют случившееся бытовым конфликтом, но это уже звучит очень странно. Зонтик от солнца или от штрафа? В Казахстане водители начали массово скупать так называемые зонтики для телефонов. Формально, чтобы смартфон не перегревался в салоне, неофициально, чтобы спрятать его от камер и спокойно листать экран за рулем. В рекламе это даже не скрывают, мол, прикрепил, и никто ничего не заподозрит. И вся ирония в том, что спрос взлетел как раз после ужесточения контроля. С 12 марта камеры в Казахстане начали фиксировать телефон в руках водителя и непристегнутый ремень. Штраф за каждое нарушение около 40 евро, так что новый хит продаж – это не про удобство. Это уже маленький бытовой лайфхак против большого штрафного глаза. А в прошлом выпуске переговорная температура подскочила до предела. Трамп резко ужесточил риторику, угрожает снести все и дает понять, что режим добряка может закончиться в любой момент. В Киеве предложили организовать встречу Зеленского и Путина. Параллельно тревожит Беларусь. Все больше признаков подготовки к открытию второго фронта. И интрига теперь не если, а когда это станет технически возможным. И отдельно Виктор Орбан демонстративно хлопает дверью. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся с вами уже утром.